Всем привет! С вами Якимов Игорь. В этом ролике, как и обещал, рассмотрим фильтр для воды на ионно-обменных смолах. Это продолжение серии роликов о системах очистки воды. В прошлом ролике я рассматривал магистральный фильтр тонкой очистки воды Aurus 3. Ссылку на прежний ролик вы найдете в описании. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео о фильтрах. Поддержите видео лайком и репостом. Это стимулирует меня делать новые видео. Данный фильтр я заказал для того, чтобы убрать накипь в чайнике, чтобы не забивалась лейка в душевой кабине, чтобы не образовывались белые известковые разводы на стенках душевой кабины. Также он поможет защитить от накипи тен стиральной машинки, теплообменник в котле и поможет от отложений солей жесткости внутри труб водоснабжения и отопления. Данная фильтр-колба предназначена для холодной воды. Высота колбы 60 см. Сделана она из экопластика и выдерживает давление до 6 атмосфер. Производительность 4000 литров в час. Из-за большой производительности данный фильтр можно использовать как магистральный и снабжать водой весь дом или квартиру. Фильтр содержит картридж с ионно-обменными смолами. Он убирает калий, магний и соли жесткости и позволяет улучшить вкус воды. Ресурс данного картриджа 150 тысяч литров. Этот картридж использует принцип ионного обмена. Соли жесткости, тяжелые металлы и радиоактивные вещества, проходя через такой фильтр, захватываются и заменяются на безопасный водород. Данный картридж регенерируемый и позволяет его 5 раз восстанавливать с помощью раствора поваренной соли. Когда я буду этот картридж восстанавливать, я запишу видео и покажу, как это делается. Подпишитесь, чтобы это видео не пропустить. Когда все циклы регенерации сделаны, можно купить только гранулы и поменять засыпку. Обычно одной засыпки достаточно на 3 года эксплуатации. А можно не заморачиваться с заменой засыпки, а купить просто другой картридж. Чтобы данного картриджа хватало на больший срок эксплуатации, то я рекомендую устанавливать перед данным фильтром фильтр тонкой очистки, который я рассматривал в прошлом видео. Он позволяет очистить воду от любой взвеси размером более 1 микрона и позволяет его очистить промывкой без разбора фильтра. Это упрощает обслуживание фильтра и не требует замены картриджей, что существенно экономит деньги. Ссылка на видео по фильтру тонкой очистки Aurus я оставил в описании. Кроме данного картриджа на ионно-обменных смолах, компания Aurus предлагает картриджи для очистки от железа и картриджи с засыпкой из активированного угля. Картридж для очистки воды от железа позволяет очистить от больших превышений железа в воде. Эффективно убирает марганец и тяжелые металлы, а также убирает металлический вкус и запах, нормализует pH воды. Особенно он рекомендуется, если есть ржавые потеки на ванне и кухонной мойке, или появляются желтые пятна на одежде во время стирки. Картридж на основе кокосового активированного угля позволяет чистить воду от хлора и его соединений, пестицидов, фенолов, бензолов, нефтепродуктов и его соединений. Он улучшает вкус, цвет и запах воды. Это запах сероводорода, аммиака, органический запах и запах железа. Перед выбором системы очистки воды сделайте анализ вашей воды в санэпидстанции. По результатам анализа можно подобрать те картриджи, которые необходимы. Их может быть 1, 2 или все 3 картриджа. Я рекомендую перед этими картриджами поставить фильтр тонкой очистки воды, чтобы не забивать их лишней взвесью.
Об нем я рассказывал в прошлом ролике. Ссылку я оставил в описании. Необходимые картриджи по данным анализа вашей воды помогут подобрать специалисты. Координаты компании, где я консультировался и заказывал картриджи, я также оставил в описании. Давайте рассмотрим, из чего состоит фильтр колба. Вот сам картридж, в который засыпаны гранулы ионообменной смолы. Можно открутить эту крышку и получить доступ к смоле для ее регенерации или замены. Обратите внимание на эту прокладку. Она необходима для разделения поступающей воды и воды на выходе фильтра. Вода в фильтр поступает снизу и выходит в отверстие сверху. Вот сама колба. Сверху расположена прокладка, которая не позволяет протекать воде через соединение колбы и крышки. Колба имеет ребра для упрощения ее откручивания. В комплект входит ключ для откручивания колбы. Вот сама крышка фильтра. Подсоединительный размер 1 дюйм. Есть обозначение входа и выхода. Тут же расположена кнопка для удаления газов из фильтра. Также ее можно использовать для снижения давления в фильтре при его разборке. Под давлением раскрутить фильтр проблематично. Через это отверстие вода поступает в колбу, а уже через эту трубу вода с картриджа поступает на выход фильтра. Крышка имеет 4 места для крепления кронштейна. Сам кронштейн входит в комплект. Прилагается 4 болта для крепления в крышке фильтра. А также есть специальные отверстия для крепления фильтра к стене. Планирую записать ролик, как я буду собирать свою систему очистки воды. Я ее буду собирать по данной схеме. Только я буду использовать один фильтр тонкой очистки воды и одну фильтр-колбу с ионообменным картриджем. В моем случае этого будет достаточно. Достоинство этой схемы в том, что упрощается обслуживание картриджей. Обслуживание можно сделать без отключения водоснабжения квартиры. В обычном режиме первый и третий кран открыты, а второй закрыт. И водоснабжение идет через систему очистки воды. При обслуживании фильтров просто перекрываем краны 1-3 и открываем кран 2. Водоснабжение будет идти в обход фильтров, а подача воды в сами фильтры будет отключена. Их спокойно можно обслуживать. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить этот ролик о сборке моей системы очистки воды. Если у вас возникли вопросы по данному ролику или хотите поделиться опытом по эксплуатации данных фильтров, то пишите об этом в комментариях. Поддержите видео лайком и поделитесь роликом с теми, кому это может быть интересно. Ваша активность стимулирует меня записывать новые видео. До встречи в новых и старых роликах.